Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Вот и вышел наконец-то Horizon Zero Dawn на PC, но только пока бояре обрадовались, как тут же их накрыло волной багов. Но в этом видео не будем о грустном, а поговорим о вечном, и попытаемся найти оптимизацию в игре Horizon Zero Dawn на процессоре AMD FX. Ну а перед тем, как мы начнем копаться в дебрях FPS, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А весь геймплей, который вы сейчас видите, записан на процессоре AMD FX через NVENC на высоких настройках. Ну а мне первым делом хочется рассказать вам про оптимизацию, а уже потом погоняем старичка в тестах на разных настройках графики. В целом игра довольно криво оптимизирована, и на большинстве систем она очень дико фризит. Связано это скорее всего с прожорливостью памяти, так как игра легко загружает 8-гиговые видюхи, а на видюхах с меньшим объемом начинается веселье с подгрузкой из АЗУ. Также в игре достаточно много багов с текстурами, когда некоторая часть сцены вообще не прогружается. Скорее всего это со временем пофиксят, но в целом баг не критичен и пройти игру с ним можно. Я же на видеокарте GTX 1070 такого не испытал, возможно мне просто повезло. Ну а перед тем как вы соберетесь запускать игру, обязательно обновите драйвера на видеокарту. Также вам стоит знать, что игра работает только на Windows 10 и на более старых версиях винды можно даже не пытаться ее запустить. Еще очень важно иметь около 20 ГБ свободной памяти на диске с игрой. Это понадобится Horizon для оптимизации при первом запуске. А если вы ловите конкретные фризы и играть становится очень сложно, то обязательно попробуйте увеличить файл подкачки, так как в редких случаях игра способна занять больше 16 ГБ АЗУ. Ну и также стоит отметить, что игра намного лучше работает с локом на 30 кадров. Играть станет не так приятно, но видеоряд будет более плавным. А на 60 кадрах почти у всех очень рваный FPS. И давайте немного помучаем AMD FX. Я специально для тестов сделал народный разгон процессора 8320, который вы сможете сделать даже на самом неудачном камне. Все ядра были разогнаны до 4 ГГц. Северный мост был в скромном разгоне до 2400 МГц. А оперативная память работала практически на рекомендуемой частоте в 1920 МГц с 11 таймингами. Все тесты записывались видеокартой GTX 1070, чтобы еще больше не загружать нашего старичка. И на самых минимальных настройках в бенчмарке игры мы получаем очень даже играбельные 60 кадров с просадками в местах подгрузки текстур. Конечно, при большем разгоне большинство просадок можно было бы избежать, но не все процессоры AMD FX способны работать с CPU NB выше 2400 МГц. Так что, на мой взгляд, объективно было проводить тесты именно с таким разгоном, чтобы отрисовать полную картину производительности. Ну и давайте дождемся конца теста и посмотрим на результаты. И как видите, мы получаем неплохой средний FPS 57 кадров. Но у нас явно есть недогрузка видеокарты. А связано это с тем, что мне не удалось снять ограничения на FPS. Даже с выключенной вертикальной синхронизацией выше 60 кадров он просто не поднимается. Так что вот такие баги еще присутствуют в игре. Но главное, что этот лог стоит не на 30 кадров, а на 60. А на средних настройках картинка примерно такая же. Счетчик кадров примерно держится на том же уровне. Но чтобы долго не ждать, давайте промотаем оставшуюся часть теста и посмотрим на результаты. И как видите, средний FPS упал всего на 2 кадра, что на мой взгляд очень хорошо для процессора 8-летней давности. А теперь давайте выкрутим высокие настройки и посмотрим, что будет на них. И здесь уже явно есть просадки в производительности. Но если закрыть глаза на фризы с подгрузкой текстур, то при таком среднем FPS можно весьма комфортно пройти игру.
А вот на ультрах нашему старичку уж очень тяжело, и он отрисовывает уже намного меньше кадров. Средний FPS упал аж на 9 кадров, а фрезов стало намного больше. Но в общем, на мой взгляд, это весьма неплохие результаты для процессора, который можно купить за пару тысяч рублей. Пройти игру в консольных 30 кадрах вы сможете даже на ультрах, а скинув настройки и вовсе получите почти стабильные 60 кадров. Жалко, что оптимизация игры подкачала, так бы, я думаю, FX смог бы дышать намного лучше, так как невооруженным глазом видно, что игра задействует его почти на 100%. В общем и целом игра не забаганная настолько, чтобы в нее нельзя было поиграть, но разработчики явно поспешили с ее выпуском. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк. А сам процессор AMD FX, думаю, еще рано хоронить, и скорее всего еще годик-другой он точно поживет. Ну и если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, вы как всегда можете задать мне их в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!